К моменту, когда я впервые увидел фильм «Черепашки-ниндзя» 90-го года, я уже был очень хорошо знаком с этими зеленомордыми рептилиями. Естественно, благодаря мультсериалу 80-х годов. Наивному, глупому, но почему-то очень притягательному. Конечно, в то время зеленомордых ниндзя знали все. Это было время черепахомании. И, конечно же, будучи ребенком, я думал, что черепашки-мутанты действительно существуют, и когда-нибудь я их обязательно увижу. И вот примерно в 1994 году мне посчастливилось посмотреть трилогию фильмов о черепашках по телевизору. Показывали их тогда с промежутком в 1 или 2 дня. И да, уже тогда третий фильм казался мне каким-то странным. Но, конечно, самые яркие впечатления у меня были именно от просмотра первого фильма. Уж слишком круто и натурально выглядели изображенные там черепашки-ниндзя. Я еще тогда подумал, пусть кто-нибудь скажет мне, что черепашек-ниндзя не существует. Вот же они ходят и разговаривают. Какие доказательства вам еще нужны? Я же тогда не понимал, что это костюмы. Я правда верил, что это настоящие черепашки, которых снимают как в реалити-шоу. Но знаете, что самое обидное? По этому фильму не было видеоигр. То есть одна видеоигра, конечно, была на Денде. Это TMNT Tournament Fighters. И в ней даже были черепашки из фильма и Шреддер из фильма, только вот Эйприл почему-то была из мультсериала. Но сюжет был совершенно иной. И самое главное, что это был всего лишь файтинг, а не битэмап, как аркадная игра или Manhattan Project, созданные на основе мультсериала. И знаете, сейчас, когда фильм 90-го года отмечает свое 35-летие, я над этим задумался и решил попробовать представить, как бы выглядела игра по фильму «Черепашки-ниндзя», если бы она была битэмапом. Всем 8 бит, я Роман Шабанов. Погнали! Так как сейчас я много играю в Game Boy, то я решил попробовать выбрать основной платформой для нашей вымышленной игры именно Game Boy. У него мелкое разрешение 160 на 144 пикселя, и рисовать под него быстрее и легче. Но единственное, что мне не нравится, так это черно-белый экран. Все-таки хотелось бы увидеть нашу игру в цвете. И так как в 90-м году Game Boy Color еще не существовало, то давайте представим, что эту игру портировали еще и на Sega Game Gear, потому что у нее точно такое же разрешение 160 на 144 пикселя. То есть такая кроссплатформенность была бы весьма логична. И забегая вперед, я все-таки решил адаптировать готовый скриншот под разрешение старушки Dendy. Итого получилось 3 платформы: NES, Game Boy и Game Gear. В качестве основного места действия скриншота я выбрал начальную сцену фильма, где Рафаэль спасает Эйприл от подростков, которые хотели ее ограбить. То есть это мог бы быть вступительный уровень игры. Плюс мне понравилось, что здесь Эйприл одета в желтый плащ, который отсылает нас к ее образу из мультсериала. Но прежде чем рисовать окружение и все остальное, я решил попробовать нарисовать спрайт черепашки. Основным источником вдохновения для меня послужила игра Star Ocean Blue Sphere. Во-первых, мне очень сильно понравилась в ней анимация, и во-вторых, стилистика персонажей мне показалась подходящей для портативного Game Gear битэмапа. И вот, взяв за основу спрайты одного из персонажей Blue Sphere, кадр из фильма и спрайт Рафаэля из TMNT Tournament Fighters, я взялся за стилус. Готовую черепаху я разместил на холсте 160 на 144 пикселя, посмотрел на все это и подумал, что получилось весьма неплохо. Следующий я решил попробовать нарисовать Эйприл. Здесь я понадеялся на собственные силы и, не подготовив референсы, взяв одно фото фигурки, начал ваять. Я старался передать кудрявую прическу и вытянутое лицо, но все-таки тело в плаще получилось слишком квадратным, не хватало утонченности. В итоге спрайт я нарисовал, но конечный результат меня не совсем устроил. Поэтому, подготовившись более основательно, я решил начать заново. На этот раз я взял кадр из фильма с Эйприл в плаще в полный рост. Лицо Эйприл крупным планом, чтобы точнее рассмотреть прическу. И еще подобрал 2 спрайта с девушкой из Blue Sphere, на позу которой я ориентировался. Учимся у профессионалов, так сказать. В итоге у меня получилась вот такая Эйприл. Весьма недурно. Дорогой, поддержи это видео лайком. Спасибо. Итак, положительные герои у нас есть. Теперь нужно нарисовать спрайт врага.
Напомню, что за основу скрина я взял сцену, где Эйприл пытается ограбить банды тинейджеров. А значит, логично было бы нарисовать одного из этих тинейджеров в роли врага. Но здесь я решил немножко изменить сюжет, основываясь на том, что главными врагами в битэмапах про черепашек всегда были солдаты Фут. Я решил, что нарисую именно солдата Фут. Как референс я взял фотофигурки и в качестве основы вновь использовал спрайт персонажа из Blue Sphere. В итоге, перебирая пиксели, я все-таки решил сделать этого клановца более мускулистым, чтобы он мог достойно противостоять черепашкам-мутантам. Теперь пришло время заняться панелью с данными игрока. Ее размер я решил сделать как на Денди, с поправкой на разрешение экрана, а именно высотой 32 пикселя. Но просто черная панель мне никогда не нравилась, поэтому я решил сделать вокруг нее кирпичную рамку. Поначалу я думал изобразить слева портрет черепахи с графой здоровья, а справа, как на NES, логотип фильма, и я даже нарисовал логотип, но потом понял, что гораздо интереснее будет изобразить портрет вражины с уровнем его здоровья, как, например, в играх Final Fight и Streets of Rage. Рисуя портреты, я решил подложить реальные фото и обвести для большего сходства. Графу здоровья я попробовал нарисовать сам, но потом все-таки взял ее из Manhattan Project, чтобы подчеркнуть преемственность игр. В итоге получилась вот такая панель с данными игрока. Разместив нарисованные элементы на экране, я решил таки заняться окружением. Но, когда я начал изучать сцену фильма, чтобы составить план уровня, стало понятно, что общих планов в ней нет. По кусочкам мне удалось собрать основные элементы: асфальт, трава в основании стены, сама кирпичная стена, лампа, трубы и огромная вывеска Private Parking Only. С центральным элементом сцены, мобильной станции ТВ-новостей, было еще хуже. Ее показывают в паре ракурсов небольшими фрагментами. То есть у меня не было общего представления о том, как она выглядит. Я попробовал найти ее через поиск по картинкам, но ничего не получилось. Поэтому пришлось импровизировать. Эта станция показалась мне очень интересным элементом, поэтому я решил начать рисовать уровень именно с нее. Палитру я подобрал из 4 цветов: светло-серый, красный, темно-синий и черный. За основу я взял 2 с трудом добытых референса и обозначил основной каркас. Естественно, полностью станцию рисовать я не стал, а ограничился только ее половиной. Как вы можете заметить, изометрический вид под углом 45 градусов я сделал как в Manhattan Project, чтобы сохранить преемственность. Саму станцию я расположил сверху справа, чтобы она не перегораживала поле битвы, и сбоку добавил 3 деревянных ящика, которые тоже мелькали в кадре. Остальные элементы нарисовать было проще, на них не было таких сложных деталей. Это скорее были повторяющиеся текстуры. Единственное, с асфальтом я немного помучился и в итоге решил позаимствовать его тоже из игры Manhattan Project. Люк я нарисовал уменьшенный. В конце добавил ту самую лампу на стене, которую разбивает Раф, и серую трубу. Итак, вся графика для нашего скриншота готова. Выводим его на экран. Как видите, я добавил небольшую анимацию драки Рафаэля и фут-клановца. Получилась небольшая сценка, где Раф героически сражается с подручным Шреддера, пока Эйприл кричит «помогите», стоя у ТВ-станции. Ну и давайте посмотрим, как все это выглядит на Game Boy DMG-1 и старушке NES. Но это еще не все. Я показал эту анимацию брату, и мы решили попробовать сделать полноценную демо-версию игры с титульным экраном и одним уровнем. Дополнительно пришлось нарисовать целую кучу анимаций спрайтов. Все программирование на движке Godot взял на себя брат, и, конечно, все бы это не сработало без музыки. И вот, чтобы стилизовать заглавную мелодию фильма под 8 бит, я обратился к кавер-мастеру Гамбиту. Сейчас он кратко расскажет, как все это происходило. Бодрого времени суток, дорогие друзья! Да, Роман предложил довольно нетипичную для меня задачу — сделать кавер в стиле музыки 8 бит. Хотя всю карьеру я делал наоборот, из 8 бит в живые инструменты. Какие 8 бит? Вы что, угораете? Но это был интересный вызов, который я с удовольствием принял. Я пошел по самому простому пути и нашел плагин, который имитирует звучание каждого из 4 каналов NES.
Подобрав оригинальную композицию и примерив ее на виртуальном инструменте, результатом я остался очень доволен. Есть, конечно, и свои нюансы, которые заключаются в том, что красиво и филигранно в этом плагине все не настроить. Хотя для черновика и общего представления мелодии очень даже все и неплохо вышло. На этом я с вами прощаюсь и передаю слово Роману. Ну все, не будем больше откладывать этот момент. Я запускаю нашу демо-версию игры по фильму «Черепашки-ниндзя» 1990 года и кратко расскажу ее особенности. Ну что ж, приветствует нас вот такой вот титульный экран. Как видите, логотипчик я сделал прямо как в фильме. Ну, правда, пиксельный. Значит, вот эта надпись «Hey dude, this is video game». Это как бы отсылка к постеру фильма, на котором было написано «Hey dude, this is no cartoon». Так что никаких мультиков, только видеоигры. Ну, 2 пункта меню я сделал. Донат. Но это для тех, кто захочет вдруг поддержать, перевести там 100 рублей на какую-нибудь пачку чипсов. Ну и прежде чем перейти к геймплею, давайте послушаем 8-битный кавер от Гамбита, потому что получилось очень атмосферно, на мой взгляд. Все, погнали. Вот наша черепашка, прям как в фильме, появляется из канализационного люка. Сначала все это не планировалось сделать, но потом брат говорит, давай сделаем там, что люк открывается, все такое. Значит, смотрите, черепашка ходит, ток-ток-ток-ток-ток, и бьет. То есть расчет на 2 кнопки управления, прыжок и удар. Опа! А особенно мне нравится, когда прыгает сальтом. Ну, смотрите, круто, круто. То есть за основу я все-таки брал битэмапы на Денди, аркадный и Manhattan Project, поэтому все движения примерно повторяются. Видите, прыжок с таким полетом, удар ногой. Ну и такая небольшая комбинация, 2 удара саями и потом удар ногой такой финальный. Тыщ, пяткой в нос, как мы в детстве говорили. Интерактивность небольшая, можно ходить по ящикам. Изначально скриншот был немножко расширен, чтобы создать такой уровень, по которому нужно пройти и в конце спасти Эйприл. Как бы основное движение я вам показал. То есть представляете, да, изначально в анимации у меня было лишь только вот эти вот несколько поз удара, а теперь еще нужно было нарисовать ходьбу, прыжок с сальтом, удар в прыжке. Но и это еще не все. Помните этот прикол с канализацией? Идем, и мы тоже проваливаемся. То есть, представляете, я даже это нарисовал. Сначала тоже это все не планировалось, но потом с братом такие, чем дальше шли с этой демоверсией, тем глубже уходили в детали. Ну, как видите, такая более обновленная анимация. Ладно, пойдемте мочить фуд-кланосов. Так, это как бы первая часть уровня, да, здесь нам нужно победить. Это я все жизни истратил в канализации. Но ничего, видите, все, они ходят. Здесь нужно на данном этапе замочить несколько футовцев, и тогда нас пропустят дальше. Ну, уже все как в игре, полноценная игра получилась, ребята. Видите, он ходит, дерется, там какой-то даже небольшой искусственный интеллект. Здесь брат добавил балкон. Сейчас будет, обратите внимание, спрыгивание фут-солдатов с балкона. Ну, тоже опять-таки отсылка к тому, что происходит на Денди. На Денди же у нас там постоянно они откуда-то выскакивали. Вот, и здесь тоже выскочили. Ну что, ребята, обратите внимание, они ходят. То есть я им еще и ходьбу нарисовал. Ходьба, 2, по-моему, удара я нарисовал. Падение, вот это вот умирание. Могу даже с прыжка бить. Ну все как в битэмапе на Денди, ребята. Блин, ну гениально, гениально. Почему никто не сделал эту игру раньше? О, Эйприл, сейчас тебе помогу. О, ребята, я пошутил. Так, давайте. О, нифига я огреб. Так, видите, еще позы отлетания черепашки. Все это было нарисовано вручную. Ну, эти у нас ребята тупые. О, они даже друг друга херачат. Вот, можно встать на крышу нашей ТВ-станции. То есть некоторая интерактивность сохранена. Ну что, ребята, давайте я вас сейчас всех выкашу. Не поймайте вы черепаху никогда. Эйприл стоит. Получилось очень круто, но гораздо сложнее. Пришлось рисовать дофига просто материала. Я даже не думал, что для создания такой коротенькой демоверсии с одним уровнем нужно нарисовать такое офигенное количество кадров. Мы постарались сделать все-таки законченное произведение, поэтому как только мы побеждаем последнего футового солдата, мы заканчиваем игру. 1 демо-уровень получился. Дальше я там уже скажу, где это все можно скачать. Ну все, парень. Ну и в конце, конечно же, QR-код для тех, кто захочет поддержать.
Может, когда-нибудь наберем денег и создадим полноценную игру, а? Вот такая вот у нас получилась неожиданная игра про черепашек наших ниндзя. Если вам понравилась концепция этого ролика, то можете посмотреть видео, в котором я рисовал скриншот к игре по фильму «Игла» с Виктором Цоем. Ну а данную демку с игрой про черепашек вы можете скачать у меня на странице Boosty. Ссылка будет в описании. И, конечно, буду очень благодарен, если поддержите меня подпиской на сервисе Boosty. Это очень сильно помогает развитию канала. На этом все. Пойду доделывать полноценную игру. Шучу, конечно. Еще увидимся.